пациента синдром Мей-Тернер, щелкунчик, предстательное железо. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 27 лет, дата исследования 28 июля 2023 года. Область исследования органы малого таза. Представленные томограммы субоптимального качества, за счет артефактов от костей таза и низкого насыщения сосудистого русла контрастом в артериальную фазу сканирования, плотность крови в артериях до плюс 160 Хаунсфилда, в венозную фазу до плюс 102 Хаунсфилда. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. Мочевой пузырь содержит до 80 мл мочи, стенки его тонкие, ровные. В просвете пузыря патологические образования и включения не выявлены. Паравезикальная клетчатка интактна. Мочеточники в зоне сканирования не расширены. Мочевой пузырь заполняется контрастом своевременно, без особенностей. Видимые участки кишки, без особенностей. Предстательное железо размером 51 на 40 на 52 мм. Объемом 55,4 кубических сантиметра, структура ее диффузно неоднородна. Семенные пузырьки достоверно не оценить из-за низкого качества сканов. Лимфатические узлы в малом тазу не увеличены. При введении контраста, очаги, учитывая качество визуализации, патологической васкуляризации не выявлены. В области перехлеста левой общей подвздошной вены с артерией ее диаметр до 8 мм. Заключение КТ: картина увеличения размеров предстательной железы на фоне ее диффузных изменений. Рекомендована консультация уролога, МРТ органов малого таза с контрастным усилением. 2 августа 2023 года к М. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: исследования органов малого таза на КТ всегда получаются не очень хорошо, а в вашем случае все просто очень плохо. Качество сканов крайне низкое, контраста в сосудах мало, поэтому информативность исследования крайне низкая. В целом можно сказать, что предстательное железо заметно увеличено в размерах, неоднородно по своей структуре, по всей видимости это следствие хронического простатита. Для лучшей визуализации я бы посоветовал сделать МРТ. По поводу вен, на мой взгляд, при никаком качестве снимка, убедительных данных за наличие компрессии левой общей подвздошной вены нет. Чтобы сказать это точно, нужно качественно выполненное исследование.